Уокер из секретной службы. Мелвилл Дэвисон Пост. Глава 1. Вне закона. У самого входа в огромный цирковой шатер в брезентовом кресле сидел маленький человек. Он устроился в конце длинного прохода, увешанного расписными вывесками. От моего взгляда ничего не ускользало. У меня не было денег, чтобы посмотреть на цирковые чудеса, и потому приходилось довольствоваться тем, что выставлялось снаружи. Было раннее утро. Трава перед шатрами еще не была примята, вокруг почти никого не было, и все великолепие этого фантастического прохода принадлежало мне одному. Я продвигался вперед медленно, шаг за шагом, и теперь стоял сразу за огороженным канатом входом в большой шатер, прямо напротив маленького человека в брезентовом кресле. Что-то в облике этого человека приковывало мой взгляд. Он сидел в кресле так, словно каждая мышца его тела была совершенно расслаблена, глаза были закрыты, а голова низко опущена. Время от времени он подносил руку к лицу и прижимал пальцы к коже. Похоже, это было привычкой, как будто ему казалось, что его лицо отекло. Никто его не тревожил. Он находился там уже довольно давно. Я заметил его в конце прохода еще тогда, когда только пришел. Он сидел точно в такой же позе, в позе человека, смертельно утомленного каким-то тяжелым трудом. Я разглядывал его точно так же, как до этого разглядывал расписные вывески. Вдруг брезент большого шатра приподнялся, и оттуда вышел мужчина. Это был крупный молодой человек в рабочем комбинезоне механика, а в руке он держал какое-то устройство, похожее на куполообразную металлическую коробку. Он направился прямиком к человеку в брезентовом кресле. «Муни», — проговорил он, — «с этой чертовой штуковиной что-то не так. Сделай, чтобы она заработала». Маленький человек открыл глаза, не пошевелив ни одной мышцы своего тела. Затем он протянул руку, взял металлическое устройство, положил его себе на колено, ловким движением вытащил перочинный нож из кармана жилета и лезвием-отверткой снял пластину в нижней части прибора. После этого он искусно поправил что-то внутри, вернул пластину на место и отдал устройство механику. Все это заняло лишь мгновение, его пальцы двигались с точностью пианиста, и он едва изменил свое положение. Происходящее сильно увлекло меня, и я подошел поближе. Когда я поднял глаза, то наткнулся на взгляд крупного механика. У него было суровое, решительное лицо и острый, пронзительный взор. Я почувствовал, что он без труда оценил меня и понял, кто я такой. Маленький человек в брезентовом кресле заговорил, как только механик повернулся, чтобы уйти. «Уайт», — спросил он, — «кто это будет?» «Пока не знаю», — ответил механик. «Я еще осмотрюсь». Затем он скрылся под цирковым шатром. Только тут я осознал, что стою очень близко к человеку в брезентовом кресле, и отступил назад, через зеленый проход. Когда я подошел, небольшая группа рабочих из шатра о чем-то разговаривала. «И чего они здесь торчат?» — рассуждал один из них. «Навряд ли хозяин много им платит за починку этих безделушек. Тот, что покрупнее, высококлассный механик, а этот Джимми, который вечно под кайфом, просто волшебник». Было уже поздно вечером, когда я снова увидел крупного механика. Толпа, выходившая из цирка, постепенно рассеивалась. Мне некуда было идти, и я праздно стоял у дороги, когда ко мне подошел тот самый мужчина. Он очень внимательно осмотрел меня с ног до головы. «Молодой человек», — произнес он, — «вы, похоже, никуда не торопитесь. Может быть, вы согласились бы отнести записку в бар «Красный знак»?»
Я объяснил ему, что в этом городе я чужой, но он очень точно и подробно описал, как найти дорогу. «Вы зайдете в бар», — напутствовал он, «и пройдете прямиком в заднюю комнату. Там вы увидите того уставшего человека, который чинил динамо-машину. Отдайте эту записку ему». Он протянул мне запечатанный белый конверт без надписей и $5. Эти $5 были мне жизненно необходимы, потому что я был сильно голоден. У меня не оставалось ни единого цента, а за этот день я успел пройти пешком 10 миль до города. Перепутать дорогу было невозможно. Я шел по колее, которую оставили цирковые фургоны, двигаясь от луга, где были раскинуты шатры, к самому городу. А там уже нельзя было разминуться с главной улицей. Вскоре я отыскал бар «Красный знак». Внутри было полно народу, так что мое появление никто не заметил. Я открыл дверь в самом конце помещения и вошел в комнату. В то же мгновение человек, сидевший за столом, резко вскочил. Перед ним на столе лежало множество железнодорожных расписаний и карта, а сам он что-то подсчитывал на чистом листе бумаги. Это был тот самый человек, которого я видел в брезентовом кресле в проходе с вывесками перед большим цирковым шатром. Однако теперь он заметно изменился. Он стал похож на кошку, невероятно подвижный и собранный. Его руки лежали в карманах, и, поднявшись на ноги, он замер без единого движения. Я прикрыл за собой дверь, подошел ближе и положил конверт на стол. «Один господин там, у цирка», — сказал я, — «просил передать вам это письмо». Он сел обратно, все тем же мягким, быстрым кошачьим движением, разорвал конверт пальцем и пробежал глазами по строчкам. Но у меня возникло четкое ощущение, что, пока его взгляд скользил по бумаге, самым краем глаза очень внимательно следил за мной. Затем он внезапно спросил: «Ты знаешь, почему Уайт выбрал именно тебя?» «Выбрал меня для чего?» Удивился я. Он перегнул листок через палец и, протянув руку через стол, показал мне нижнюю половину содержимого записки. Там было написано карандашом, крупным и четким почерком. Та самая крошка, которую мы приметили на узловой станции, подходит к заправочному баку сегодня в 10 часов 15 минут вечера. Она всегда останавливается попить у этого корыта. Думаю, в ее одежке водятся деньги, а вот и парень, который поможет. Уайт. И он тут же спрятал записку обратно в карман. «Значит, ты собираешься нам помочь», — произнес он. «На вид ты крепкий малый». Я был совершенно сбит с толку, но, как вы вскоре поймете, я был готов практически к любому приключению. Мое первое столкновение с устоями общества оставило меня в полном смятении и пробудило жажду мести, которой я готов был дать волю при первой же возможности. Маленький дерганый человек по фамилии Муни еще несколько мгновений пристально разглядывал меня, а затем добавил: «К черту мексиканское правительство. Сегодня вечером часть их деньжат отправляется на юг. Как тебе идея отщипнуть от них кусочек?» Как я уже говорил, я был готов едва ли не к любой авантюре, но особенно к авантюре, направленной против правительства, с которым наша страна еще недавно воевала и которое все еще воспринималось как потенциальный враг. Я ничего не ответил. Муни откинулся на спинку стула и какое-то время молча созерцал меня, потирая пальцами лицо. «Ты здесь человек новый», — сказал он, — «и, должно быть, надежный, иначе Уайт прошел бы мимо. У него дьявольское чутье на людей, он видит всех насквозь. Вот тебе $1». Он достал из кармана жилета бумажный $1 и протянул его мне. «Сделай 2 вещи», — напутствовал он, — «и поменьше болтай. Сходи куда-нибудь и поешь,
а после этого найди кусок четвертьдюймовой трубы длиной примерно в 2 фута. Спрячь ее в рукав куртки и будь у входа в большой цирковой шатер ровно в 8 часов вечера. Я вышел на улицу с ощущением человека, который внезапно провалился из обыденного мира на страницы сказок «Тысячи и одной ночи». Все вокруг меня, да и весь мир, подернулось дымкой грядущего приключения. Подробности этого дела оставались неясными, но оно было направлено против лживого мексиканского правительства и сулило сокровища, подобные богатствам затонувших испанских армад. Это была заманчивая романтика из приключенческих книжек. И я был готов разделить ее с этими странными искателями удачи. Здесь стоит сделать небольшое отступление, чтобы объяснить мое тогдашнее состояние. После смерти отца я остался совсем один и спустился с великих синих гор, чтобы, как пишут в романах, попытать счастье. Я шел пешком, и прямо на дороге со мной приключилась одна история. Недалеко от небольшой деревушки я догнал один из тех местных поездов, какие часто встречаются в наших краях: паровоз, 1 или 2 товарных вагона и старый пассажирский вагончик. Дорога проходила вплотную к путям. Пока я брел по обочине, из тендера высунулся кочегар и крикнул мне: «Эй, деревенщина, не забудь позвонить в колокольчик, когда будешь обгонять». Я с горячностью ответил, что оторву ему голову, если он спустится из своей железной будки, и пошел дальше. Но на этом дело не закончилось. Поезд вскоре тронулся, и, когда он проезжал мимо, кочегар швырнул в меня куском угля. Я в ответ запустил в него камнем, но промахнулся мимо тендера и попал в прицепленный сзади пассажирский вагон. В следующей же деревне меня арестовали и доставили к мировому судье. Там мне заявили, что по законам штата бросать камни в пассажирский поезд — это тяжкое преступление и что железная дорога намерена упрятать меня в тюрьму. «А что вы собираетесь делать с кочегаром, который швырнул в меня углем?» Возмутился я. «Ничего», — ответил судья. «Он же в тебя не попал». «В таком случае и вы со мной ничего не сделаете», — отрезал я и поднялся с места. Маленькая канцелярия мирового судьи находилась на самом выезде из деревни. Рядом со мной сидел железнодорожный детектив, а тот самый кочегар, который выдвинул против меня обвинение, лениво подпирал дверной проем. Все произошло в одно мгновение. Я рванулся в сторону, сбросив руку детектива, который попытался перехватить мое плечо. Когда же крупный кочегар преградил мне путь в дверях, я со всей силы ударил его в грудь. Он с грохотом полетел вниз по ступеням. Я перепрыгнул через него и бросился бежать. Железнодорожный детектив помчался за мной, на ходу стреляя из пистолета. Но куда ему, грузному мужчине, было тягаться с моей юношеской прытью наперерез по полям? Вскоре он скрылся из виду. Я повернул назад, вышел на другую дорогу, и вот, в этот самый день, оказался здесь. Я понятия не имел, какое расстояние преодолел и в какую сторону в итоге шел. Теперь вам понятно, почему я был готов к любому приключению, в особенности, если оно было направлено против железной дороги. Из-за несправедливости того случая она превратилась для меня во врага, которому я страстно желала отомстить. Обед я нашел без особого труда, но вот с куском трубы возникли нешуточные сложности. Весь день я бродил по городу, но так и не смог придумать, где взять четвертьдюймовую трубу. Пойти в слесарную мастерскую мне просто не пришло в голову, да и подумай я об этом, не знал бы, чем объяснить такую покупку. К тому же у меня совсем не осталось денег. Вы ведь помните, что я был молод и невероятно голоден, поэтому те $1,5 без остатка ушли на выполнение первого поручения Муни. Я уже начал думать, что придется все бросить. В
конце концов, в одной кузнице я наткнулся на заржавевший металлический прут, который когда-то служил деталью тележного тормоза. Я попросил кузнеца отдать его мне. Естественно, тот захотел узнать, зачем он мне понадобился, и на мгновение я замялся. Но потом сообразил и ответил, что такой кусок железа попросили найти рабочие в цирке, пообещав за это пропустить меня на представление бесплатно. Кузнец рассмеялся. «Ну и ладно», — сказал он. «Хорошо, что им нужно что-то еще, помимо циркового слона, у которого вечна жажда». Он швырнул мне прут и пожелал хорошенько повеселиться в цирке. Железка уже была надежно спрятана у меня в рукаве, когда на зеленой лужайке перед входом в цирк показался Уайт. Я выбрался из толпы и пошел за ним. К тому времени уже стемнело. Мы обогнули большой шатер, прошли мимо конюшен и направились через луг в противоположную от города сторону. Я шагал рядом с ним с железным прутом в рукаве, и теперь мне кажется, что я был похож на ребенка, который отправляется в сказочный поход. Я питал безграничное доверие к силе и возможностям своих проводников, смутно представлял, чем все это закончится, и был совершенно обеспечен к происходящему вокруг. За все время этой долгой прогулки по темному лугу Уайт обронил лишь несколько слов. «А ты крепкий малый», — заметил он. «Думаю, ты вполне справился бы и с волокуши для быков, если я только хоть что-то понимаю в людях». В своих расчетах он не ошибся. Я действительно был сильным юношей, закаленным постоянной жизнью на свежем воздухе. Физически я уже полностью развился, но в житейских вопросах все еще оставался сущим ребенком. Впрочем, я уже вплотную подошел к той поре юности, когда человек меняется в один миг, словно засыпает мальчиком, а утром просыпается мужчиной. Наконец мы вышли к железнодорожным путям. Там находилась короткая стрелка, рядом с которой стояла маленькая красная будка. Это было даже не здание, а скорее деревянный ящик с низкой дверью. Прислонившись к этой двери, нас уже поджидал Муни. Он курил сигарету. Крошечный огонек табака был виден нам еще издалека, пока мы приближались. «Ну что, парень?» — спросил он, принес кусок трубы. Я вытащил прут из рукава и протянул ему. Он чиркнул спичкой и осмотрел дверь. На ней висел навесной замок. Муни просунул железный прут в дужку замка и одним резким движением вывернул его из петель. Внутри будки стояла дрезина, и только в этот момент я окончательно понял, зачем этим людям понадобился, как они выражались, крепкий помощник. Нам с трудом удалось поставить дрезину на рельсы. Наконец все было готово, и мы покатили вперед в полной темноте. Я ничего не знал о том, как управлять дрезиной, но мне быстро все показали. Мы двинулись в направлении, которое, как я рассудил, вело к югу от города. Мы с Уайтом встали по разные стороны и начали качать рычаги, а Муни устроился прямо на платформе. Под ним лежал предмет, похожий на мешок из-под корма, набитый чем-то весьма объемным. В руке он все еще держал железный прут, хотя тот уже сослужил свою службу. У первого же ручья, через который мы переезжали, Муни швырнул его в воду. Это была улика, и он не хотел, чтобы ее подобрали возле путей. Конечно, этот прут никак не связывал ни его, ни Уайта с тем делом, на которое мы шли, но меня по нему вполне могли запомнить. А в правилах этого человека было не оставлять ни единой зацепки, с которой кто-либо мог бы начать расследование. Какое-то время мы продолжали двигаться в ночи. Изредка вдали мелькали огни одиноких домов, но ни деревень, ни жилья у самых путей нам не попадалось. Вокруг не было слышно почти ни звука, кроме стука колес нашей дрезины по рельсам. Я поражался тому,
каким тихим может быть этот мир. Долгое время мы упрямо двигались на юг, мы с Уайтом у рычагов дрезины, а Муни, как я уже говорил, скорчившись на платформе. Внезапно в этой тишине он тихонько выругался. «Что случилось?» — спросил Уайт. Маленький дерганый человек ответил, медленно растягивая слова. «Топор. Нам позарез нужен топор». «Это легко устроить», — отозвался Уайт. «Притормозим у следующего дома и пошлем нашего юного друга одолжить один». Так они и поступили. На повороте дороги мы разглядели дом, стоявший в нескольких сотнях ярдов выше нас по склону холма. Дрезина остановилась, и я отправился за топором. Не знаю, как так вышло, что поблизости не оказалось ни одной собаки, ведь в этих краях на юге собаки есть при каждом доме. Я осмотрелся снаружи, но топора нигде не было. Тогда я заглянул в окно. В камине догорал дровяной замок, а рядом стояла лестница, ведущая на чердак. Хозяин дома, судя по всему, уже спал наверху. Куртка и сапоги мужчины лежали на полу у лестницы, а возле дымохода стояли инструменты — кирку, мотыга и тот самый топор, который я искал. Окно было створчатым и запиралось изнутри на шпингалет. Топор был надежно заперт от любых известных мне способов взлома, и я вернулся к дрезине. Я рассказал мужчинам о том, что увидел. Муни поднялся со своего мешка на платформе. «Сын мой», — произнес он, — «я покажу тебе кое-что полезное. Пойдем обратно за топором». Пока мы шли, он достал из кармана газету и окунул ее в придорожную канаву, пока она полностью не промокла. Когда мы подошли к окну, он прижал мокрую газету к стеклу и сильным нажатием руки выдавил оконное стекло наружу. Осколки прилипли к бумаге, и это произошло практически бесшумно. Затем он просунул руку внутрь, отпер защелку, открыл окно и бесшумно, точно кошка, забрался внутрь, забрал топор и выбрался обратно. Как оказалось, мы были уже совсем близко к цели нашего путешествия, и через полчаса мы добрались до водонапорной башни. Она располагалась возле небольшого ручья на опушке леса. Из тех нескольких строк, что показал мне Муни, из его слов я уже догадался, что мы направляемся именно к водонапорной башне. Деньги мексиканского правительства должны были находиться в поезде, который остановится здесь для заправки водой, и нашей задачей, подобно пиратам испанского Мейна, было захватить это сокровище. Мы остановились. Муни спустился и снял с дрезины узел, на котором сидел. Мы с Уайтом перевернули дрезину и пустили ее под откос, прямо в густые кусты. После этого мы обошли водонапорную башню сзади, чтобы подготовиться к делу. Ночь уже давно перестала быть темной. Луны не было, но все небо было усыпано звездами, и в мире разливался какой-то слабый белый свет. Мы отчетливо видели, что делаем, даже в зарослях за водонапорной башней, где было немного темнее из-за деревьев. Здесь Муни развязал свой узел. Внутри оказались 3 рабочих комбинезона, какие обычно носят железнодорожники, синие брюки и что-то вроде синей куртки, вещи были далеко не новыми. Как я понял позже, Муни был слишком умён, чтобы привлекать внимание к своей группе хоть какой-то новой деталью одежды. Это была маскировка для наших тел. Для головы же у Муни были припасены 3 мешка из-под сахара, выкрашенные в черный цвет, с круглыми прорезями для глаз и рта. Мы натянули их на головы. Еще у него был обычный джутовый мешок из-под корма, мешок для добычи, как он его называл. Затем он достал оружие. По поводу этого оружия он произнес небольшую речь. Это были автоматические пистолеты новейшей модели, абсолютно одинаковые.
Он сказал, что идти на дело с разным оружием — огромная ошибка, так как в случае затяжного боя будет невозможно поделиться патронами друг с другом. Его голос звучал монотонно, с нервным подергиванием в конце каждой фразы. С таким же успехом он мог бы читать лекцию в воскресной школе. Он спросил меня, умею ли я обращаться с этим оружием. Я не умел и честно признался в этом. «Ну что же», — сказал он, — «тут все довольно просто. Тебе нужно только нажимать на спусковой крючок и продолжать нажимать. Что бы ни случилось, к моменту, когда у тебя останется последний патрон, все уже закончится. Не беспокойся об этом, сын мой». И он добавил еще одно указание. При выстреле направляй дуло чуть вверх. Нет никакого смысла в них попадать. Он сделал забавный, нелепый жест. Все приемы при ограблении поезда, пояснил он, направлены исключительно на психику человека. Затем он объяснил, что должен делать каждый из нас. Уайт должен был использовать топор, чтобы выломать дверь почтово-багажного вагона. Сам Муни брал на себя роль стрелка, а моя задача заключалась в том, чтобы стоять на площадке между багажным вагоном и следующим за ним пассажирским вагоном, чтобы не пропустить проводника или кого-либо еще, кто попытается пройти вперед к голове поезда. Казалось, они в точности знали, как поведут себя железнодорожники, и были готовы к этому. Либо этот человек по фамилии Уайт уже выслеживал этот поезд в какую-то из прошлых ночей, либо он принял другие меры предосторожности, чтобы разузнать, что именно произойдет при остановке у бака. Когда событие началось, они принялись за свои роли так четко, словно долго репетировали и теперь выходили на сцену по знаку режиссера. Мы прятались в кустах у самого бака, когда поезд наконец подкатил. В темноте он показался мне огромным, просто гигантским. Ослепляющий свет прожектора, грохот и скрежет тормозов создавали неописуемую суматоху. Думаю, в таком замешательстве я бы ни за что не двинулся из кустов, если бы не находился между этими двумя мужчинами. Но получилось так, что я поднялся вместе с ними. Мы дождались, пока паровоз наберет воду, а кондуктор и проводник обойдут поезд. Затем, как только состав тронулся, мы выскользнули из своего укрытия. Мы запрыгнули на заднюю площадку багажного вагона ровно в то мгновение, когда проводник поднимался по ступеням этой же площадки с противоположной стороны. Муни ткнул пистолетом прямо ему в лицо. От ужаса проводник едва не сорвался с поручня вагона. «Боже мой!» — пробормотал он. «Не стреляйте!» Должно быть, мы воплощали для него самый жуткий кошмар, смертоносное оружие и 3 грозные фигуры в черных остроконечных масках. «Не рыпайся», — приказал Муни. «Делай, что тебе говорят, и останешься цел». Уайт дернул дверь багажного вагона, она оказалась незапертой. Он отбросил топор в сторону, схватил проводника за плечи, и они с Муни ворвались в вагон, прикрываясь телом перепуганного до смерти человека как щитом от возможной пули. К их удивлению, начальник багажного отделения, почтовый клерк и курьер экспресс-доставки мирно сидели на полу и обедали, достав еду из своих судочков. Никакого сопротивления не было. Все они практически одним движением подняли руки вверх. «Кто здесь курьер доставки?» — спросил Муни. «Я», — ответил один из мужчин. «Мне нужно то, что у тебя в сейфе для ценностей», — сказал Муни. Курьер стал отрицать, что у него что-то есть. «Гони ключ, а там я сам разберусь». Муни действовал с абсолютным хладнокровием. Он отпер ящик, вытащил все пакеты и сложил их в свой мешок для добычи.
После этого он оставил Уайта караулить мужчин, а сам повел почтового клерка в почтовый вагон, чтобы проверить, чем можно поживиться там. Все это время я стоял на своем посту между двумя вагонами, вглядываясь через стеклянную дверь в лица пассажиров. Я отчетливо видел лица мужчин передо мной, поскольку сам находился в темноте, а они — при ярком свете ламп. Тем не менее мне казалось, будто их взгляды прикованы ко мне и у каждого в кармане припрятано оружие. Но никто даже не шелохнулся в мою сторону. Они и близко не подозревали о том, что происходило всего в нескольких футах за дверью. Да и вообще, сомневаюсь, что даже зная они обо всем, кто-то рискнул бы высунуться наружу. Должно быть, я представлял собой весьма грозную и таинственную фигуру. Из всей нашей троицы я был самым молодым, но при этом самым крупным. С пистолетом в руке и в этой «призрачной маске», как называл ее Муни, требовалось немалое мужество, чтобы пойти против меня. План был таков: когда Муни закончит свои дела и соберет всю добычу в мешок, он дернет за шнур экстренного торможения. Это мгновенно остановит поезд, и мы все спрыгнем со стороны кочегара. Во время нашего инструктажа за водонапорной башней он объяснял, что при любых неполадках поездная бригада всегда первым делом высматривает опасность со стороны машиниста. Не знаю, как так вышло, но по какой-то причине Муни поручил подать этот сигнал Уайту, а тот по ошибке дернул не за тот шнур. Это насторожило машиниста. Я почувствовал, как автоматические тормоза начали намертво зажимать колодки. Машинист дал 4 длинных резких гудка, вызывая кондуктора в голову поезда. Кондуктор, а за ним и путевой обходчик со всех ног бросились вперед. Все это время они сидели в вагоне прямо передо мной, у меня на виду. И теперь они пулей выскочили через дверь на платформу. Я зычно крикнул им навстречу: «Назад, или я пристрелю вас на месте!» От волнения я буквально проревел эти слова. Они резко остановились, словно наткнулись на невидимую стену, отпрянули назад в вагон и с грохотом захлопнули за собой дверь. Я услышал, как Муни окликнул меня, спрыгивая на ходу. Я прыгнул вслед за ним. К этому моменту поезд уже полностью остановился. Паровоз все еще продолжал гудеть. Кондуктор, судя по всему, побежал в хвост поезда после того, как я загнал его обратно, раздобыл там винтовку и уже стоял на земле, когда я спрыгивал с подножки. Он вовсю палил по Муни и Уайту, пока те скрывались в кустах. Кондуктор оказался почти вплотную ко мне, пока я стоял на ступеньке, не зная, что делать. И тут я вспомнил наставление Муни, вскинул дуло автоматического пистолета и выстрелил прямо ему в лицо. Я не попал в него, но эффект оказался именно таким, какой и предсказывал Муни. Мужчина выронил оружие и с испуганным криком отшатнулся назад. Я воспользовался этой секундой и нырнул в кусты вслед за своими сообщниками. Однако моя атака на его психику не вывела его из строя надолго. Он наклонился, нащупал винтовку, схватил ее в руки и начал стрелять мне вдогонку, пока я бежал. Один раз он попал в дерево так близко от меня, что щепки полетели мне прямо в лицо, но уже через мгновение меня надежно укрыла лесная чаща. Я пробежал еще какое-то расстояние, а затем присел за деревом. Но погони не было. Некоторое время еще доносились невнятные звуки и голоса, едва различимые на таком расстоянии, а затем поезд двинулся дальше. Муни заранее предупредил, что после того, как поезд уедет, мы должны вернуться к водонапорной башне. «Лучше сделать это без промедления», — говорил он. Поезд не мог оставить на месте погоню, но позже власти обязательно будут извещены, и тогда начнется наш розыск. Я последовал его указанию. Однако я, должно быть, убежал дальше остальных,
потому что и он, и Уайт уже ждали за башней, когда я подошел. Муни развел маленький костер из веток и листьев, и в этом огне мы сожгли наши призрачные маски. Я не заметил вокруг мешка с добычей и спросил его о мексиканских деньгах. «Не повезло, сын мой», — ответил он. Уайту дали неверную наводку, но я не из тех людей, кто разочаровывает молодых парней. «Вот тебе $20. Встретимся с цирком в Мэрисвилле». Он указал мне дорогу через поле. Я вернул ему автоматический пистолет и железнодорожную одежду, после чего приготовился отправиться в путь. По его словам, до места было не больше 6 миль, и я никак не мог заблудиться. Он вызвался показать дорогу, взобрался на поперечные балки водонапорной башни и указал направление, на далекую вершину холма, где я должен был выйти к повороту дороги. Я уже собирался уходить, когда он меня остановил. «Погоди-ка секунду», — произнес он, — «я избавлю тебя от преследования ищеек». Он наклонился и в темноте аккуратно провел ладонями по подошвам моих ботинок. Я зашагал по железнодорожным путям, пока не выбрался из леса, затем поднялся на холм и спустился к дороге. Отныне я стал объявленным вне закона, участником самой дерзкой банды грабителей поездов во всей истории этого лихого ремесла. Мелвилл Дэвисон Пост. Уокер из секретной службы. Глава 2. Ограбление. В то утро я спал на сеновале за лошадиными стойлами. Когда я проснулся, был уже полдень. Я добрался до города как раз в тот момент, когда цирк разгружался. Так уж вышло, что дорога, по которой я шел, вывела меня прямиком к железнодорожной ветке, где стояли вагоны с лошадьми. Единственное, в чем я хоть немного разбирался во всем этом цирке, были лошади. Я остановился у вагона и помог служителю вывести животных. Это, без сомнения, было счастливым совпадением. Я стал кем-то вроде помощника человека, отвечавшего за лошадей, и это дало мне зацепку в цирке. Я помог ему перегнать табун на поле и разместить под навесом, а когда о них позаботились, я лег спать. Теперь в моем кармане водились деньги, и в тот день я слонялся вокруг, довольный всем на свете. Опыт моего первого ограбления поезда, казалось, никак на меня не повлиял. Это было своего рода приключение, опасности которого мне удалось избежать, и теперь оно осталось в прошлом. Я словно не осознавал, что за этим может последовать какая-то угроза. Днем я увидел Муни, сидевшего в своем холщовом кресле. Он не обратил на меня никакого внимания. Чуть позже я увидел Уайта. Это было во время вечернего представления. Я помогал уводить лошадей, которые выступали на арене. Я находился не в главном шатре, а в примыкающей к нему палатке, где артисты садились на лошадей. Я как раз выводил коня для одного из наездников, когда подошел Уайт. Рядом с лошадью стояли 2 человека, молодая девушка, одетая как фея, изящная и прелестная, как мне показалось, в своей марлевой юбке и с позолоченными крыльями бабочки, и маленькая женщина. Эта женщина была невысокого роста, темноволосая, с узкими глазами и плоскими, плотно прижатыми к голове ушами. Она злобно набросилась на Уайта, когда тот приблизился. «Не подходи к ней!» — крикнула она. «Даже не смотри на нее!» «Ты дура, Мэгги!» — ответил он. «Мне нужно поговорить с мальчишкой». Она внезапно повернулась ко мне, словно до этого не замечала. «Ты откуда взялся?» — спросила она. А затем рассмеялась, впрочем, неважно. «Я знаю,
куда ты отправишься». И она направилась к выходу на цирковую арену вслед за большой белой лошадью, которая везла фею. Когда она ушла, Уайт сказал мне всего несколько слов. «Держись вместе с цирком, у нас есть надежные сведения насчет тех мексиканских денег, и через несколько дней мы их перехватим». Я путешествовал с цирком, словно с каким-то сказочным караваном. Все вызывало у меня глубочайший и самый живой интерес. Но самым большим чудом была девушка, которая ездила на белой лошади. Маленькая, решительная, темноволосая женщина всегда была рядом с ней. Я видел девушку только тогда, когда помогал ей сесть в седло или уводил лошадь. Эта женщина стояла стеной между девушкой и всем остальным миром. Исключений не было ни для кого, но на меня она, кажется, не обращала внимания. Раза два я замечал ее любопытный взгляд, когда подводил лошадь, чтобы помочь девушке сесть в седло. Иногда она разговаривала с Муни. Так прошла, наверное, неделя. Затем, в один из вечеров, когда я помогал устраивать лошадей на ночлег, в палатку вошел Уайт. Вечернее представление уже закончилось, было около полуночи. «Мы собираемся немного прокатиться на машине», — сказал он. «Пошли с нами». Я пошел с ним. Мы обошли стороной цирковое поле и вышли на окраину города. Это была улица с жилыми домами для людей побогаче. Время было позднее, и уличные фонари уже погасли. В конце концов мы остановились перед гаражом на участке между двумя домами. Дверь гаража была заперта, но Уайт открыл замок каким-то инструментом, которого я не смог разглядеть в темноте. Затем мы зашли внутрь и аккуратно выкатили машину на улицу. Уайт снова запер за собой дверь. Прежде чем сесть в автомобиль, мы катили его по улице, наверное, ярдов 100. Этот человек прекрасно разбирался в моторах. Мы плавно скользнули по дороге и выехали из города. У моста на самой окраине мы подобрали Муни. С собой у него был все тот же узел, что и во время нашего первого приключения. Уайт гнал машину на огромной скорости, пожалуй, часа 2. Затем мы съехали на обочину и остановились. Перед тем, как мы вышли из автомобиля, я получил объяснение загадочному средству Муни против ищеек. Стоял туман. Он начал сгущаться над низиной. Мы заметили его еще по пути, белое одеяло, стелющееся по полям. Теперь туман поднимался, но поднимался медленно, словно это был какой-то неосязаемый слой, таинственно рождающийся из земли, подчиняясь какому-то математическому закону, стремящийся ввысь. В том, как все это происходило, было что-то колдовское. Туман окутал весь мир вокруг нас, подбираясь к самой щебеночной дороге. Муни достал из кармана фонарик. Это был необычный цилиндрический фонарь. Скорее, он походил на маленький приземистый фонарик с выпуклой линзой. Должно быть, он был толстым из-за мощного луча, сфокусированного на маленьком диске, а для этого требовалась внушительная батарея. Муни посмотрел на часы на приборной панели автомобиля. «Нам придется немного подождать», — сказал он, «но туман может усилиться, так что нам стоит осмотреть место». Я поднялся, чтобы выйти из машины, но он положил руку мне на плечо. «Сын мой», — произнес он, — «ищейка нам не друг. Давайте подумаем о ней раньше, чем она подумает о нас». Он продолжил говорить тягучим, ленивым голосом. Каждый мелкий шериф обзавелся одной из этих выслеживающих тварей. Затем он усмехнулся. Они, без сомнения, хороши для спектаклей про маленькую Еву на льду, но для нас они вряд ли будут представлять угрозу.
Он залез в карман и достал плоскую фляжку, в которой можно было бы предположить бренди. «У меня здесь», — сказал он, — «лосьон, чтобы сбить ее с толку». Он вытащил пробку, налил жидкость в ладонь и тщательно протер наши ботинки. По запаху я мгновенно понял, что это скипидар. Муни подошел к делу очень аккуратно. Вся наша обувь была тщательно смазана скипидаром. Пока он работал, он объяснял суть этого метода. «Меня разбирает смех», — сказал он, «когда я думаю о том, как за нашими братьями по большой дороге гонялись собаки. Смешно бегать от кого бы то ни было, а особенно от твари, которая полагается лишь на свой нос. Именно тонкое, избирательное чутье отличает ищейку от других собак. Если бы наши изнуренные ходьбой предшественники додумались до этого, они сберегли бы свои ноги. Как уничтожить тонкий запах? Решение простое — перебить его более тяжелым и резким. И здесь нужно учитывать инстинкты ищейки. Она пойдет по следу человека, то есть живого существа, которое, как она понимает, способно двигаться. Но она никогда не пойдет по следу сосны. Скипидар для чувствительного собачьего носа — это жуткое зловоние, от которого собака просто сбежит. Дорога, как я уже говорил, шла параллельно путям. Теперь мы вышли из машины и направились прямиком через поле к железной дороге. Здесь, у самой насыпи, Муни воткнул в землю кусок гнилой шпалы. Как я понял позже, это должно было послужить нам ориентиром на обратном пути. Затем он пошел назад вдоль путей. Примерно через полмили мы подошли к семафору. Только зная то, что произошло позже, я понял, что именно мы собирались сделать. И именно в свете этих знаний я могу описать все случившееся. Мои спутники решили ограбить прямой пассажирский поезд, следовавший из Вашингтона в Нью-Орлеан. Сначала они намеревались остановить его у водонапорной башни, но по какой-то причине отказались от этого плана. Думаю, из-за новостей о прошлом ограблении они побоялись, что за привычными местами остановок могут следить. Поэтому они придумали другую уловку. Шоссе шло параллельно железнодорожным путям, и они решили угнать автомобиль, доехать по нему до какого-нибудь глухого места и там остановить поезд. На этой железной дороге использовалась так называемая автоматическая блокировка. Это значит, что через каждую милю вдоль пути стоял семафор, который сообщал машинисту, есть ли другой поезд на том же участке или на тех же путях. Днем эти сигналы подаются крашенными крыльями семафора, а ночью — красным, зеленым и белым огнями. Красный свет означает полную остановку, пока не загорится белый. Зеленый свет означает, что поезд находится на участке и прошел его наполовину. А белый свет означает, что путь свободен и до ближайшего поезда впереди как минимум миля. План Муни заключался в том, чтобы закоротить два провода семафора и сделать такое соединение, при котором загорится красный свет. Когда мы оказались у путей, Уайт, который, по-видимому, разбирался в технике, попытался это сделать. Но крыло семафора продолжало крутиться без остановки. Выход из этого затруднительного положения нашел находчивый Муни. «Сними этот провод», — сказал он. «Залезь на семафорный столб и привяжи красное крыло так, чтобы оно было видно постоянно». Когда Уайт понял, что с семафором можно управиться таким образом, он оставил его как есть, восстановив прежние соединения. У Муни был практически тот же набор вещей, что и в прошлый раз, за исключением того, что он изобрел маску нового типа. Эта маска крепилась внутри шляпы так, что снаружи ее не было видно. По всему нижнему краю шла каймаэ, подбитая дробью. Стоило только приподнять шляпу,
как маска сама падала на лицо и плотно удерживалась на нем. В ней не было никаких прорезей, кроме 2 круглых отверстий для глаз. Мы надели свои маски-маскировку и стали ждать поезд. Чтобы не допустить ошибки, этот человек планировал сидеть тихо до тех пор, пока мы не услышим, как поезд дает гудок перед станцией в 2 милях отсюда. Это дало бы нам время закрепить семафор. Пока мы сидели там, в темноте, ожидая поезда, время тянулось бесконечно долго. Но на самом деле прошло, пожалуй, меньше получаса. Вскоре вдали послышался гудок, и мы спустились к путям. Уайт раздобыл кусок заборной проволоки, залез на столб и привязал красное крыло семафора так, чтобы оно закрывало зеленые и белые огни. Муни прошел около 50 ярдов вдоль путей в ту сторону, откуда ожидали поезд, и встал там, где, по его расчетам, должен был остановиться локомотив. Мы с Уайтом спрятались в том месте, где должны были оказаться багажный и почтовый вагоны. Но наши расчеты оказались неточными. Вместо того, чтобы остановиться там, где мы предполагали, локомотив проехал вперед как минимум на 100 ярдов за красный свет. Стоял туман, и машинист заметил красный сигнал слишком поздно. Поезд с грохотом промчался мимо нас. Мы поняли, что машинист ударил по тормозам, дал воздуху, как выразился Уайт. Искры от тормозных колодок, трущихся о колеса, багровым пламенем вспыхнули вдоль всего состава. Машинист дал задний ход и вернул локомотив к тому месту, где Муни прятался за деревом у полосы отчуждения. Он просто следовал железнодорожному правилу, которое гласит, что ни при каких обстоятельствах нельзя проезжать мимо красного света. Мы тут же пошли на штурм. Муни запрыгнул в кабину и взял под прицел кочегара и машиниста. Они не оказали никакого сопротивления человеку в маске с оружием в руках. Уайт бросился вперед и отцепил почтовый и багажный вагоны от остальной части поезда. Надо сказать, что в таких прямых первоклассных пассажирских поездах в багажном вагоне всегда возят мотодрезину, или, как ее называют на железнодорожном жаргоне, бензиновый спидер. Это аварийное транспортное средство, позволяющее кому-то из бригады добраться до телеграфной станции в случае крушения или аварии. Когда поезд остановился под этим неожиданным красным огнем семафора, проводник темнокожий, увидев 2 людей в масках, побежал к багажному вагону и вытащил дрезину на землю. Он уже поднимал ее на плечо. В тот момент я не понял, что это за штуковина, но крикнул Уайту, и он выскочил из-за 2 отцепленных вагонов. Проводник оказался прямо перед круглым дулом автоматического пистолета. «Верни эту штуку на место», — бросил Уайт, — «иначе я разнесу тебе голову». Человек развернулся с дрезиной в руках, затолкнул ее обратно в багажный вагон и повалился прямо там, где стоял, лицом вниз, у края путей. К этому времени пассажиры начали выходить наружу, чтобы узнать, что случилось с поездом. Я не помню в точности, что делал сам, но Уайт ни секунды не колебался. Он приказал всем вернуться в поезд и начал стрелять вдоль вагонов, чтобы заставить людей поскорее укрыться внутри. Тем временем Муни вывел машиниста и кочегара обратно к почтовому вагону и высадил оттуда почтовых клерков. Этому человеку никто не сопротивлялся. Он выбил выстрелами 1 или 2 окна, чтобы придать веса своим приказам, хотя в этом и не было необходимости. Никому даже в голову не пришло оказывать сопротивление. Муни прогнал поездную бригаду в хвост состава. Он внушил им, что любой, кто покажется снаружи поезда, будет убит. В водовороте этих событий я чувствовал себя скорее просто зрителем. Для поездной бригады я был 3-й угрожающей фигурой, в маске и с оружием, но я не уверен, чем мог бы помочь этим 2 в случае внезапной опасности.
Мне было велено держаться Уайта, и теперь я побежал за ним к локомотиву. Муни остался охранять хвост отцепленной части поезда. Он стоял на площадке почтового вагона. Мы с Уайтом забрались в кабину машиниста, и я сразу увидел, что этот человек точно знает, что делать. Он отпустил воздушный тормоз, перевел рычаг реверса вперед, открыл регулятор и тронулся с места, как опытный машинист. Меня он заставил бросать уголь в топку. «Сделай свежую топку», — скомандовал он. «Мы скоро остановимся, и если придется снова резко трогаться, у нас должен быть сильный жар». Тогда я не знал, что значит «свежая топка», но понимал, что нужно бросать уголь, и послушно выполнял приказ. Мы проехали по путям, пожалуй, с полмили, пока не поравнялись с куском гнилой шпалы, который оставил Муни. Там мы и остановились. В каждой детали Уайт управлял локомотивом с большим мастерством. Много позже я полностью осознал, что он делал. Прежде чем спуститься на землю, он включил инжектор и накачал в котел воду до 3-го уровня, чтобы не было риска, что вода выкипит и прогорит потолок ТИПК. Он хотел, чтобы этот поезд потом пошел дальше, и не собирался выводить его из строя. Когда мы спустились на землю, он дал мне четкие указания. Я должен был стоять у локомотива, и если бы кто-то показался на путях с любой стороны, мне надлежало стрелять из автоматического пистолета. Уайт даже задержался на секунду, чтобы показать мне, как работает оружие. Он оттянул назад затвор, взвел его и отпустил, теперь мне оставалось только нажать пальцем на спусковой крючок. После этого он пошел вдоль состава к почтово-багажному вагону. О том, какие трудности возникли в том вагоне, я узнал лишь впоследствии. Сообщники не смогли найти ничего ценного. Они взломали запечатанный багажный отсек, но пожива оказалась скромной. Как выяснилось позже, в вагоне действительно находилось $40 000 наличными. Однако багажный клерк заранее принял меры на случай ограбления. Он завернул пачки с деньгами в старые газеты и просто бросил их на пол вагона. Когда об этом написали в газетных отчетах об ограблении, Уайт яростно ругался. Они с Муни своими собственными ногами пинали эти свертки, отпихивая их в сторону, пока обыскивали вагон. Эти двое отсутствовали долго. Разочарованные неудачей в багажном вагоне, они принялись потрошить заказную корреспонденцию. Пока я стоял на путях перед локомотивом, у меня появилось странное ощущение. Вокруг царила полная тишина, стлался призрачный туман, и где-то впереди, словно прямо с неба, до меня донеслись чьи-то перешептывающиеся голоса. Я напряг слух и замер, вытянувшись на цыпочках, как это обычно делают, когда прислушиваются. Но уверенности не было. Я не мог разобрать ни единого слова, не слышал четкого голоса, но время от времени в тумане проскальзывал какой-то ропот. И, что было совершенно непостижимо, звуки раздавались позади локомотива, прямо из затянутого тучами неба. Какие людские существа могли так шептаться в небесах? Вскоре вернулись Муни и Уайт, и оба были в прескверном расположении духа. Думаю, их тревожило то, как много времени ушло на это дело. Уайт нес мешок с добычей, и мы направились через поле к дороге, где оставили автомобиль. Именно тогда я и получил объяснение этим таинственным голосам. Оказалось, что на крыше почтового вагона ехали 3 бродяги. Они стали свидетелями всего происходящего. Они сидели там, похожие на огромных стервятников, чьи силуэты четко вырисовывались на фоне тусклого неба. Муни на секунду остановился. Он словно задумался, вертя в руках оружие. Затем он обратился к этим отверженным на крыше вагона. «Если вас загребут за это дельце, — сказал он, — черкните мне письмо.
И он пошел дальше. На мгновение я подумал, что он собирается пристрелить этих людей, но ничего подобного у него и в мыслях не было. Он просто сообразил, что этих несчастных бродяг, скорее всего, обвинят в ограблении. И, как выяснилось позже, они действительно оказались в смертельной опасности. Собрался отряд погони. Увидев бродяг на крыше вагона, преследователи открыли по ним шквальный огонь. Очень повезло, что Муни пришла в голову эта мысль, ведь, как и следовало ожидать, эти люди приняли на себя все подозрение властей. Поезд ограбили 3, и на крыше их было 3. Позже их судили в окружном суде Соединенных Штатов Америки и едва не признали виновными. Без сомнения, они часто вспоминали те многозначительные слова Муни. Но, к сожалению, он не оставил им адреса, по которому они могли бы отправить свое послание. Когда мы добрались до машины, Муни снова посветил фонариком на часы. Он тихо выругался, а затем замер на мгновение, погрузившись в размышления. «Мы опаздываем», — произнес он. «Не понимаю, как мы могли потратить столько времени на это дело. Все это проклятая почта». Уайт промолчал, и я тоже не проронил ни слова, стоя рядом с маленьким человеком, который застыл в задумчивости. Должно быть, прошло около 5 минут, отсчитанных часами, пока он так стоял. Затем он внезапно принял решение. «Отдай мне призрачные личины», — сказал он. Он имел в виду маски, спрятанные под шляпами. Я стянул маску с лица и протянул ему свою шляпу. Он забрал шляпу Уайта, снял собственную и скрылся в том направлении, откуда мы только что пришли, в сторону железнодорожных путей. Я не понимал, что задумал этот человек, и, думаю, Уайт тоже оставался в неведении. Но было ясно, неожиданное упущение во времени спутало какие-то из его расчетов. Уайт сел в машину и занял место за рулем. Мешок с добычей уже лежал на заднем сиденье, и я забрался туда же. К этому времени поднялся тонкий слой тумана. Мне показалось, что мы едва успели устроиться в машине, как Муни вернулся. Он возник из дымки, словно привидение. Он тут же сел в автомобиль и обратился к Уайту. «Вот фуражка машиниста», — сказал он. Я достал ее из ящика под сиденьем в кабине локомотива. Он надел ее на голову. «А теперь разворачивай ее и жми на всю железку». Он имел в виду, чтобы Уайт развернул машину и погнал обратно на предельной скорости. Этот человек, как я уже говорил, был знатоком автомобилей. Ему понадобилось всего мгновение, чтобы развернуться, и вот мы уже мчались по дороге. Я не понимал, что задумал Муни. На нас все еще были синие куртки и комбинезоны, в которых мы грабили поезд. Это была отличительная форма поездной бригады, и теперь, когда Муни надел фуражку машиниста, мне казалось, что мы просто-напросто метим себя для верного опознания. Но это были лишь рассуждения неопытного юнца. Муни, когда смотрел на часы, предвидел, с чем мы неизбежно столкнемся на дороге, и умело к этому подготовился. В 2 милях дальше по шоссе находилась станция. Мы неслись прямо к ней. Вдруг, как мне показалось, впереди на дороге замаячил свет, затем еще один, и в следующее мгновение мы влетели в скопление автомобилей, грузовиков и прочего транспорта, забитого людьми. Это был отряд погони. Муни знал, что они выдвинутся из города из-за нашей непредвиденной задержки. Он предвидел, что поездная бригада успеет передать в город известие об ограблении, и именно к встрече с этой погоней мы должны были подготовиться.
Если бы мы убрались оттуда раньше, то проскочили бы город до того, как отряд соберется, но поскольку мы потеряли столько времени, они гарантированно должны были встретиться нам по пути. Если бы группой руководил я, Уайт или любой другой человек с меньшей смекалкой, чем этот хитрый бандит, поиски грабителей поезда закончились бы прямо там, на дороге. Но этот человек по фамилии Муни был необычайным созданием. Он умел обводить вокруг пальца не только ищеек. Поняв, что встречи с погоней не избежать, он приготовился встретить ее единственным способом, который гарантировал успех. Когда впереди показались огни, он наклонился и шепнул Уайту какое-то указание, и мы затормозили в самой гуще автомобилей. Сердце у меня, казалось, подскочило и перекрыло дыхание. В какой-то мешанине я увидел запрудившие дорогу машины, чуть впереди нас автомобиль с мужчинами, перед нами грузовик, которым управлял темнокожий, человек в охотничьей куртке с дробовиком и 2 собаками, теми самыми ищейками, к встрече с которыми мы готовились, и низкий родстер почти вплотную к нам. Отряд погони держался вместе. Они увидели наши огни и приготовились нас остановить. Мужчины поднялись, держа в руках оружие, целую вереницу разнообразных стволов. Наш мотор не заглох полностью. Мы сбавили ход, медленно въезжая в толпу людей. Муни поднялся во весь рост и закричал. Мы окружили их в багажном вагоне. «Дуйте туда как можно быстрее. А нам надо в город за бензином. Не стойте здесь. Живее». Для отряда погони это объяснение было исчерпывающим. Перед ними были люди из поездной бригады, это было видно невооруженным глазом. Слова Муни полностью совпадали с тем донесением, которое они получили. Мы не стали ждать, пока эти люди начнут размышлять. Мы проехали мимо, а Муни продолжал кричать им вслед, чтобы они поторопились, и что дальше на дороге стоит человек с фонарем, который их остановит. «Выжимайте из машин все, что можно». Надрывался он. «Ради Бога». И мы поехали дальше. Это было единственное происшествие на нашем пути. Дорога огибала город, и как только мы оставили его позади, Муни посчитал, что опасность миновала. Мы сняли форму железнодорожников и спрятали ее в мешок. Туман, как мне показалось, усилился, но именно его густота укрыла завершение нашего приключения. Мы проехали по улице к гаражу, у которого одолжили машину. Уайт вел ее мастерски. Он влетел на улицу на скорости, затем заглушил мотор, и мы почти бесшумно подкатили к самым дверям гаража. Мы спустились на землю. Уайт отпер дверь, и мы закатили машину внутрь, после чего он снова аккуратно запер замок. Я не думаю, что у него был ключ. Полагаю, он управился с этим замком при помощи согнутого гвоздя. Но, так или иначе, мы пошли прочь, вернув машину на место. Муни нес на плече мешок с добычей. Шла субботняя ночь, и цирк оставался на пустыре за городом до воскресенья. Теперь, когда мы направились к нему через поле, над сплошной пеленой тумана возвышался лишь купол огромного шатра. Мелвилл Дэвисон Пост. Сыщик Уокер. Глава 3. Ищейки. Я считаю, что третье ограбление, задуманное этими людьми, стало самым удивительным за всю историю налетов на поезда.
Я имею в виду не то, что его финал оказался каким-то невероятным или что оно сопровождалось какими-то особыми приключениями. Вовсе нет. Но ледяное хладнокровие, которое проявил Муни, его осознанный шаг на огромный риск и план, придуманный ради того, чтобы отвлечь внимание властей от сообщника, все это делает данное дело беспрецедентным. Да и сам способ скрыться с награбленным был абсолютно оригинальным. За всю историю криминалистики я не помню ни одного случая, чтобы кто-то еще использовал подобный прием. Думаю, Муни разработал этот план, прекрасно понимая, в какой ситуации мы теперь находимся. 2 ограбления поездов, которые мы уже совершили, подняли на ноги всю страну. Было очевидно, что власти приложат все усилия, чтобы выследить и схватить налетчиков, если те осмелятся повторить нечто подобное. Муни знал это и придумал, как обойти опасность. Цирк уже погрузился и тронулся в путь, когда я впервые узнал об этой новой авантюре. Я сидел в товарном вагоне рядом с лошадьми. Наш состав остановился на разъезде возле какого-то небольшого городка. Дверь приоткрылась, и внутрь вошли Муни и Уайт. Уайт был одет с иголочки, в новом пальто, в котелке, а в руке он держал кожаный чемодан. Он выглядел точь-в-точь, как один из тысяч камевояжеров, которые колесят по всей стране. Когда мужчины поднялись в вагон, я поначалу даже не понял, кто идет рядом с Уайтом, настолько изменился Муни. Я посмотрел на него с изумлением. Я просто не мог поверить, что человек передо мной — это тот самый мужчина, с которым я был так тесно связан в последнее время. У него появились густые, свисающие усы, длинные черные волосы, а лицо покрылось глубокими морщинами. Разрез его глаз казался более вытянутым и узким, а сам он выглядел выше и держался гораздо прямее. Ведь в обычной жизни этот человек был сутулым, с утомленным, дерганым видом, будто каждое движение давалось ему с трудом. Как я узнал позже, эта вялость была вызвана наркотиками, и его привычный облик был результатом их постоянного употребления. Но сегодня, благодаря какому-то мощному волевому усилию или, возможно, под действием чрезмерной дозы того самого вещества, вся его манера держать себя полностью переменилась. Разумеется, внешность мужчины была также результатом потрясающе искусного грима, который он наложил для предстоящего дела. Он объяснил мне, что они наконец-то выследили поезд с ценностями и собираются остановить его сегодня ночью. Муни добавил, что нас, скорее всего, заметят, поэтому необходимо изменить внешность. Тогда приметы, которые разошлют по всей стране, окажутся совершенно неверными. До этого я спал на одеялах прямо в вагоне для лошадей. Из мебели там был только деревянный ящик вместо стула. Муни велел мне сесть на этот ящик, закрепил под моей курткой между лопатками конскую попону, чтобы получился горб, и принялся превращать меня в другого человека. Он колдовал над моим лицом и волосами, наверное, около часа, прямо там, в лошадином вагоне. Уже почти стемнело. Поезд продолжал движение, дверь была заперта. Муни работал при свете фонаря, который я обычно носил с собой. Наконец, закончив, он поднял маленькое ручное зеркальце, чтобы я мог оценить результат его трудов. Я обомлел от увиденного лица. За этот час благодаря искусному мастерству Муни я превратился в человека средних лет. В моих волосах замелькала седина, лицо покрылось морщинами. Все это походило на настоящее колдовство. Вокруг глаз пролегла тонкая сеточка морщинок, и даже по контуру челюсти и горла начала проступать возрастная дряблость. Мастерство этого человека было просто сверхъестественным. Себя он превратил в подтянутого, энергичного бандита средних лет, будто из кинофильма.
В своем случае он повернул признаки возраста вспять, тогда как в моем ускорил их появление. Никто не смог бы узнать в нас прежних людей, перевоплощение было слишком совершенным. По сути, мы и не были прежними людьми. Те, кто запомнил бы нас сейчас, ни за что не смогли бы опознать нас, когда этот грим будет снят. У Муни с собой был второй кожаный чемодан, до мельчайших деталей похожий на тот большой, что нес Уайт. Он ничего не объяснил мне, кроме того, что я должен идти за ним. Шел поздний воскресный вечер. Цирковой состав совершал долгий переезд. Около сумерек, когда поезд пошел медленнее, Уайт выбрался наружу. Позже я узнал, что по его плану он должен был доехать на трамвае от этого места до станции, где нам предстояло сесть на сквозной экспресс. Около 9 часов вечера поезд прибыл в город. Когда он начал притормаживать, мы с Муни вышли и закрыли за собой дверь. Мы пошли по дороге, ведущей в город. Повернув на главную улицу, мы не спеша направились к железнодорожному вокзалу. Муни шел бодрым, уверенным шагом, неся кожаный чемодан, а я ковылял рядом с ним. Городок, судя по всему, был не очень большим, и сквозной экспресс делал там лишь короткую остановку. На деревянной платформе у вокзала стояла очередь пассажиров, ожидавших посадки. Мы прошли сквозь эту толпу в самый ее конец, так как Муни намеревался сесть в общий вагон, который находился ближе всего к почтово-багажному. Там я заметил Уайта, который ждал со своим чемоданом, ничем не отличаясь от обычного путешественника. Когда поезд подошел, мы поднялись внутрь вместе с остальными пассажирами. Мы сели примерно посередине вагона, но я заметил, что Уайт, зашедший одним из первых, прошел в самый передний конец вагона и сел на последнее сиденье. На следующей станции мы с Муни вышли. Мы прошли к голове поезда и, когда он тронулся, поднялись по ступеням этого переднего вагона, ближайшего к почтовому, как будто собирались войти внутрь с передней площадки. Но заходить мы не стали. Мы остались стоять на подножках, пока поезд набирал ход. Думаю, мы простояли там около 20 минут, пока огни городка не скрылись из виду и поезд не помчался по бескрайним просторам. Тогда Муни приступил к исполнению своего плана ограбления. Он подошел к двери почтово-багажного вагона и постучал. Дверь открыл один из самых огромных мужчин, которых я когда-либо видел в жизни. Оружие Муни возникло словно из ниоткуда, прямо перед лицом этого великана. Тот с негромким вскриком отшатнулся назад, и в то же мгновение мы оказались внутри вагона, заперев за собой дверь на замок. Там находились еще 2 мужчин, а на сейфе лежали винтовка и короткое автоматическое ружье. Люди, для которых предназначалось это оружие, даже не попытались им воспользоваться. Они стояли посреди вагона с высоко поднятыми руками, широко выпучив глаза и разинув рты. Думаю, наш внешний вид нагнал на них куда больше страху, чем если бы мы были обычными налетчиками в масках. Муни выглядел точь-в-точь как театральный злодей с Дикого Запада, да и я сам, должно быть, представлял собой зловещее зрелище, странный тип с огромным кожаным чемоданом в одной руке и автоматическим пистолетом в другой. Муни приказал 2 мужчинам в конце вагона лечь ничком на пол. Они подчинились с комичной поспешностью, один из них чуть не растянулся, так отчаянно пытался быстрее выполнить команду. Они пошли даже дальше, чем требовал Муни, улеглись плашмя, закрыв лица руками, будто стремясь доказать бандиту, что даже не попытаются подглядывать за происходящим. Муни приказал великану открыть сейф. Мужчина был явно перепуган до смерти, но рассудка не потерял. Он указал на замок и объяснил, что не может его открыть, так как на нем установлен часовой механизм. Он прошел впереди Муни к сейфу,
опустился на корточки и ткнул своим огромным пальцем в замок. «Сами видите», — произнес он, — «я не могу его открыть». Лицо мужчины исказилось от крайнего напряжения. Он говорил чистую правду, но не был уверен, поверит ли ему налетчик, который стоял в нескольких шагах позади и целился в него из оружия. Он прекрасно знал истории о подобных ограблениях, как почтовым курьерам приказывали отпереть сейфы, а когда те отказывались или не могли этого сделать, их тут же пристреливали. Думаю, этот человек и правда ждал пули. Он сидел на корточках возле сейфа, его грузное тело обмякло, а лицо покрылось испариной. Муни мгновенно понял, что мужчина не лжет. Впрочем, не знаю, обратил ли он вообще внимание на его слова. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, сейф действительно оборудован часовым замком. Муни шагнул к нему, и лицо курьера будто раздулось, словно внезапно опухло. Думаю, в этот миг он окончательно поверил, что бандит сейчас его убьет. Однако Муни лишь приказал ему лечь. Мужчина повалился на пол, точь-в-точь как человек, рухнувший от крайнего изнеможения. Муни забрал кожаный чемодан из моих рук. «Стреляй в любого, кто шевельнется», — хрипло бросил он. Затем он принялся за сейф. Крупный курьер лежал так близко к дверце, что Муни в буквальном смысле пришлось отодвинуть его тело ногой. Он достал из чемодана инструменты, просверлил кодовый замок и заложил заряд нитроглицерина. Он проделал это быстро, с невероятным мастерством. После этого он приказал курьеру переползти в самый конец вагона. «Двигайся», — скомандовал он, — «иначе тебя нашпигуют металлоломом». Великан поднялся на четвереньки и, не поворачивая головы, отполз в конец вагона, где снова растянулся на полу. Муни вытащил из-под моей куртки конскую попону, собрал все, что еще удалось найти в вагоне, и набросал эту кучу поверх дверцы сейфа. Затем он подорвал нитроглицерин. Он рассчитал силу взрыва с ювелирной точностью, чтобы добиться нужного эффекта. Раздался глухой хлопок и толчок, но шума оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Попона и куртки, которые Муни навалил на сейф, почти не разлетелись, но кодовый замок разнесло, и теперь можно было вручную провернуть диски механизма. Буквально за пару минут ему удалось открыть сейф. Внутри оказалась еще одна небольшая стальная дверца, запертая на замок. Муни даже не стал тратить время на то, чтобы забрать ключ от нее у почтового курьера. Он вытащил из собственного кармана связку, выбрал плоский ключ и провернул замок. Он сделал это мгновенно, словно подобный запор можно было открыть простым движением пальцев. Там лежало несколько больших коричневых конвертов, запечатанных красным сургучом. Их Муни переложил в кожаный чемодан. Затем он поднялся, и мы направились обратно к двери, через которую вошли. Муни приоткрыл ее и жестом велел мне выйти на площадку, после чего заговорил громко, будто я все еще оставался внутри вагона. «Держи этих людей под прицелом», — произнес он тем же хриплым голосом, «и если кто-то из них шевельнется, стреляй. А я пройдусь по пассажирским вагонам». Он вышел следом за мной и захлопнул дверь. Теперь мы оба находились снаружи почтового вагона. Однако в представлении мужчин, лежавших внутри на полу, один из отчаянных налетчиков все еще оставался на месте, целясь в них из оружия. Муни пошел впереди меня к пассажирскому вагону. В одной руке он держал кожаный чемодан, а в другой — автоматический пистолет. Я следовал за ним. Он открыл дверь и, войдя в вагон, замер на мгновение, разглядывая ошеломленных пассажиров. Не раздалось почти ни звука, но изумление заставило всех присутствующих, даже тех, кто полуспал, выпрямиться и застыть в своих креслах.
Перед ними предстал самый настоящий бандит из приключенческих романов. Муни постоял так неподвижно пару секунд, чтобы каждый в вагоне успел запечатлеть эту картину в памяти, а затем скомандовал быстро и резко. «Повернитесь. Все до одного. Лицом в противоположную сторону». Пассажиры развернулись мгновенно, никто не замялся. Команда была выполнена так, будто ее отдал строевой сержант. Уайт, сидевший в самом конце вагона, повернулся вместе со всеми. Муни стоял в проходе прямо возле того последнего сиденья, которое занимал Уайт. Он опустил свой чемодан на пол, потянулся вверх, дернул за шнур аварийного тормоза и остановил поезд. Затем он подхватил чемодан и отступил назад за дверь, туда, где я ждал его на площадке. И вот тут произошло нечто загадочное. Муни унес с собой вовсе не тот чемодан, который поставил на пол. Он задвинул свой чемодан на сиденье к Уайту, а вместо него забрал тот, что стоял рядом с Уайтом. Они были абсолютно одинаковыми, и никто, кроме меня, не заметил этой подмены. Пассажиры ведь сидели спиной. Когда поезд замедлил ход, мы спрыгнули на землю. Муни передал чемодан мне. Как я обнаружил позже, в нем не было ничего, кроме пары кирпичей. Стояла кромешная тьма. Мы оба бросились прочь от поезда. Я бежал впереди Муни. Должно быть, я отошел от путей футов на 100, как вдруг кубарем полетел в ров. Земля оказалась мягкой, и я не пострадал, хотя упал высоты примерно в 6 футов. Поезд все еще стоял, люди из вагонов начали выходить наружу. Мы отчетливо слышали их голоса и, разумеется, видели огни состава. Муни, скорее всего, заметил мое падение, потому что сам соскользнул в ров и тихо заговорил со мной. В поезде могла оказаться какая-нибудь охрана, так что нам следовало оставаться на дне рва, а не выбираться на противоположную сторону. Мы двигались по дну рва так быстро, как только могли, и прошли, пожалуй, около 300 футов. Здесь мы наткнулись на железнодорожную шпалу, которую кто-то перебросил через ров вместо пешеходного мостика. Муни дотянулся до нее, ухватился руками и выбрался наверх. Я последовал его примеру, предварительно передав ему чемодан, чтобы он подержал его, пока я вылезаю. Мы замерли на мгновение, прислушиваясь, и вскоре услышали, как поезд тронулся и уехал. Тогда Муни повел меня обратно к железнодорожным путям. Похоже, ему нужно было сориентироваться на местности. Он, очевидно, понимал, где находится, хотя, как я уже говорил, ночь стояла темная, и мы пошли вдоль путей в том направлении, откуда приехал поезд. Мы шли по насыпи около мили, пока не добрались до глубокой выемки в скале. Эта расселина, судя по всему, и была тем самым ориентиром, который искал Муни, потому что он сразу же побежал. Я бросился за ним. Скальный проход казался бесконечным. Несмотря на нашу скорость, я видел, как его очертания поднимаются все выше и выше на фоне неба, пока стены не стали казаться отвесными, будто пути прорубили сквозь монолитную скалу. Эта выемка тянулась, должно быть, больше мили, потому что к концу пути я был уже совершенно измотан. Затем мы резко свернули направо. Местность вокруг казалась открытой, и я следовал за Муни, который быстро шагал прямо по полям, пока, наконец, мы не вышли на дорогу. Я понятия не имел, куда мы идем и в какую сторону, понимал лишь, что мы движемся под прямым углом к железной дороге и по местам, которые Муни хорошо знал. Взяв скальную выемку за точку отсчета, он пытался отыскать именно эту дорогу, на которую мы в итоге и выбрались.
Выйдя на дорогу, Муни взял у меня чемодан, открыл его, выбросил кирпичи, прошел так еще примерно милю, а затем швырнул его в угол забора. Теперь я понял, что задумал этот человек. Он намеренно оставлял след для возможных преследователей. Это позволило бы Уайту легко скрыться со своим чемоданом, в котором лежало все, что мы забрали из почтового сейфа. Поисковый отряд, который вскоре прибудет на место ограбления с неизменными ищейками, без труда пойдет по нашему следу. Множество людей в поезде видели нас и запомнили, что мы несли кожаный чемодан. Курьер из почтового вагона опознает его как тот самый, что он видел в руках Муни и куда мы сложили содержимое сейфа. Мы продолжали идти по дороге, двигаясь, как я выяснил позже, строго на восток, и на рассвете вышли к другой железнодорожной ветке. Когда мы достигли путей, Муни остановился. Тут он объяснил, ради чего все это затеял. Его замысел заключался в том, чтобы оставить четкий след, по которому погоня пройдет через всю эту местность. След должен был оборваться прямо здесь, чтобы стало очевидно, грабители сели на какой-то поезд, проходивший по этим путям, возможно, на Товарный. Тогда все силы властей будут брошены на прочесывание этой железной дороги. Они попытаются выяснить, какие составы проходили здесь ночью, куда они направлялись, и все поиски развернутся в этом направлении. После этого он очень тщательно обработал скипидаром нашу обувь и одежду. Уже рассветало, и я смог немного разглядеть очертания местности. Мы прошли через долину, а справа от нас, вдали, смутно вырисовывался силуэт горы. Мы прошли по путям еще около полумили, а затем свернули в лес и начали подниматься в гору. Взошло солнце, и мы, наконец, укрылись в лесной чащобе на холме, откуда вся местность была как на ладони. Долина, которую мы пересекли, простиралась к западу. Гора, казалось, тоже уходила в том направлении. У подножия горы, прямо под нами, тянулась железная дорога. Из нашего укрытия в зарослях, на небольшом выступе холма, я отчетливо видел весь проделанный нами путь и то самое место, где мы вышли к путям. У Муни нашлась еда, вяленое мясо и галеты. Мы позавтракали, после чего он сразу лег спать, свернувшись калачиком в палой листве, словно не произошло ничего из ряда вон выходящего, и он мирно отдыхал в собственной постели. Я же уснуть не мог. В голове смутно проносились детали авантюры, в которую я оказался втянут. Теперь-то я уверен, что рассказы этих людей об отсутствии добычи в 2 предыдущих налетах были чистой ложью. Однако было очевидно, что они разочарованы. Они выслеживали какую-то крупную партию наличных, которую рассчитывали перехватить. Не знаю, владели ли они точной информацией о перевозке денег или просто пытали удачу. История про деньги для мексиканского правительства, разумеется, была лишь предлогом. Вспоминаю это сейчас и понимаю, что сама суть преступления меня тогда мало волновала. Для меня это была череда приключений, направленных против моего заклятого врага, железной дороги, примерно как в сказках, где герои сражаются с драконом. Муни дал мне $100, не как долю от награбленного, ведь они упорно твердили, будто не нашли того, что искали, а в качестве вознаграждения из собственного кармана. Для меня это были огромные деньги. Я не помню точно, на что их потратил, за исключением одного яркого случая. Я купил браслет для девушки, которая выступала в цирке на белой лошади. Это была золотая цепочка с замочком. И этот подарок чуть не обернулся трагедией. Маленькая темноволосая женщина по имени Мэгги, которая вечно ходила за девушкой как тень, сразу же его заметила. Я подарил браслет перед самым началом дневного представления.
Когда девушка вышла с арены, Мэгги схватила ее за запястье и безмолвно, с немым вопросом, указала на украшение. Девушка махнула рукой в мою сторону, я стоял поодаль, возле палатки с лошадьми, рядом с Уайтом. Но женщина решила, что речь идет об Уайте, и набросилась на него, как бешеная собака. Будто из ниоткуда, прямо в воздухе, в ее руке блеснул нож. Все произошло в одно мгновение. Уайт перехватил ее за плечо и отпрянул назад, но она увернулась под его рукой и нанесла удар. К счастью, ей не хватило длины замаха, и лезвие лишь распороло его пальто. Я перехватил руку женщины. Нам двоим пришлось приложить все силы, чтобы удержать ее. Она сыпала проклятиями и вырывалась, словно настоящая гарпия. Тут неспешной походкой подошел Муни. «Это не Уайт, Мэгги», — протянул он своим ленивым голосом. «Это парень». Женщина мгновенно перестала вырываться. Мы отпустили ее, и она замерла, пристально глядя на меня, словно погрузившись в глубокие раздумья. Затем она спросила: «Зачем ты подарил его ей?» Я засмущался и не знал, что ответить. Наконец я пробормотал: «Не знаю. Она мне нравится». Она продолжала смотреть на меня, прищурив глаза и прижав ладонь к нижней части лица. Но больше расспрашивать не стала. Муни все так же расслабленно протянул: «К чему такие страсти, Мэгги? Девчонка ведь тебе не дочь». Она медленно повернулась к нему. «И уж точно не твоя проклятая забота». Бросила она, указав на меня жестом, и пошла прочь. Далеко в долине, с той стороны, откуда мы пришли, я заметил какое-то смутное пятно. Вскоре оно превратилось в скопление движущихся точек, напоминающих микроорганизмы под микроскопом. Эти крошечные существа приближались, и вскоре я разглядел, что это толпа людей. А затем издалека до меня донесся лай собак. Казалось, они двигались медленно. Лай становился все громче, и спустя некоторое время я смог различить отдельных участников поискового отряда. Впереди шел высокий мужчина, удерживая на поводке 2 собак. Они шли точно по нашему следу, прямо к железной дороге. Там собаки остановились, и я осознал всю эффективность мер, которые Муни принял против ищеек. Как только псы добрались до места, где мы обработали обувь скипидаром, они тут же замерли и завыли. Мужчина водил их кругами, через пути и за них, во всех направлениях, но собаки наотрез отказывались брать след. Скипидар послужил идеальной защитой, псы за ним не шли. Высокий мужчина умело управлялся собаками, он двигался по все более широкому кругу, проверив каждый ярд земли в радиусе 100 метров от точки, где обрывался наш след, но все было тщетно. Собаки не желали идти по следу, забитому запахом скипидара. Тогда поисковый отряд собрался на своего рода совет, а я сидел и наблюдал за ними сквозь заросли. Они, очевидно, пришли к единственному логичному выводу: налетчики, чей след привел к путям, сели здесь на какой-то проходивший поезд. И отряд направился на юг вдоль путей, как я полагаю, к ближайшей железнодорожной станции. Это было именно то, чего от них и ожидал Муни. Он был настолько уверен в таком исходе, что спокойно спал, пока погоня находилась всего в какой-то четверти мили от нас, а собаки выли у подножия горы, где мы в тот самый момент укрывались. Когда отряд ушел, я почувствовал огромное облегчение и откинулся на сухую листву, заложив руки за голову. Должно быть, я заснул, потому что, когда я проснулся, было уже за полдень. Муни отыскал небольшой ручей и полностью уничтожил все следы своего маскарада. Парик он закопал под камнем,
а с лица смыл весь грим. Он провел меня сквозь кусты к этому ручейку едва заметной струйки воды, бегущей из какого-то источника, и очень аккуратно вернул мне мой прежний облик. Грим он снял с помощью какого-то жира, а волосы я вымыл в воде, которую он перегородил, устроив крошечную заводь. Теперь наш внешний вид не имел совершенно ничего общего с обликом тех людей, которые ограбили поезд. Время шло к вечеру, и мы двинулись на запад по склону горы. Путь оказался трудным и опасным. Нам попадались глубокие промоины и овраги, которые тянулись почти от самой вершины горы к долинам. Некоторые из этих стен были практически отвесными. Казалось, они уходили вертикально вниз футов на 100. Нам приходилось долго идти вдоль этих расселин вверх по склону, прежде чем удавалось их пересечь. Затем мы утыкались в каменные уступы, на которые невозможно было взобраться, и их нам приходилось обходить, уже спускаясь к подножию. Я предложил Муни, что проще было бы выйти на дорогу, но он возразил, что новость об ограблении уже наверняка разнеслась по всей округе, и чужакам сейчас опасно появляться на дорогах. Он сказал, что наш план — идти вдоль горы, пока мы не выберемся к реке милях в 20 дальше на запад, а затем спуститься по течению к городу, где можно будет сесть на поезд. С наступлением ночи мы спустились к самому подножию горы и пошли вдоль него на запад. Около рассвета мы вышли к реке. Мили 2 или 3 мы пробирались по раскисшей земле, через сорняки и траву высотой по пояс, двигаясь вниз по течению в поисках какой-нибудь случайной лодки. Наконец, возле поваленного дерева мы наткнулись на ялик. Эту лодку привязали, когда уровень воды был низким, а затем река поднялась и затопила ее. Теперь она была наполовину забита илом. Нам пришлось ее вычистить. Весел в лодке не оказалось, но Муни оторвал кусок доски от забора, мы оттолкнулись от берега и поплыли вниз по течению. Это было райское блаженство после нечеловеческих усилий, которые мы затратили на ночной переход через гору. Муни пытался определить, где находится город, в котором он намеревался сойти и сесть на пассажирский поезд. Ему казалось, что город расположен ближе к реке, чем это было на самом деле, но из-за низкого уровня воды и высоких берегов мы поняли, что проплыли его, только когда оставили город в миле позади. И вот здесь мы едва не угодили в трагедию. Как выяснилось, эта река служила главным путем для бутлегеров, которые повадились возить спиртное в этот штат из соседнего крупного города. Мы этого не знали. Но, как обнаружилось позже, каждую лодку, шедшую вниз по реке, тщательно обыскивали. Мы не спеша плыли между высокими берегами, как вдруг услышали шум мотора и увидели, что за нами идет погоня. Муни сразу понял, что пытаться сбежать бесполезно. Он велел мне опустить руку в воду и скинуть автоматический пистолет. Сам он сделал то же самое, и прежде чем моторка поравнялась с нами, мы полностью избавились от любых улик. Мы понятия не имели, почему за нами гонится и откуда на реке взялся моторный катер. Оставалась слабая вероятность, что это часть того самого поискового отряда, который разыскивал налетчиков, ограбивших поезд. У нас оставался единственный выход — встретить их с абсолютно невозмутимым видом. Когда моторка показалась в поле зрения, Муни остановил ялик и стал ждать, пока она подойдет ближе. Кто-то, кажется, это был констебль, окликнул нас при приближении. «Здорово, парни!» — крикнул он. «Что везете сегодня утром?» Муни ответил, что не понимает, о чем речь, и без лишних слов преследователи подошли вплотную, чтобы заглянуть в нашу лодку. Мы замерли, не зная, чего от них ожидать. «Мы думали, у вас тут партия контрабандного горючего», — пояснил констебль. Муни промолчал, и мужчина добавил:
Вы ведь живете ниже по реке, верно, парни? Да, подтвердил Муни. На этом разговор закончился, и моторный катер поплыл дальше. Мы продолжали дрейфовать по течению, пока лодка с преследователями не скрылась из виду. После этого мы причалили и вернулись по дороге к городу, который до этого пропустили. Там мы спокойно пообедали в ресторане, а затем, ничем не отличаясь от обычных пассажиров, дошли до вокзала и сели в поезд.